Акунасима — маленький остров, уютно расположившийся в водах внутреннего Японского моря неподалеку от города Такихара, что в префектуре Хиросима. Главной его достопримечательностью являются необычные местные жители, многочисленные дикие кролики. Акунасима, также известный как остров кроликов, служит домом для более 700 пушистых обитателей, которые свободно бродят по территории и с радостью контактируют с людьми. История появления милых жителей на изолированном участке суши имеет длинную предысторию. Изначально Акунасима был обычным островком, который населяли 3 семьи рыболовов. В преддверии русско-японской войны в конце XIX века его защиту укрепили посредством возведения 10 фортов. Немного позже его стали использовать далеко не в мирных целях. Во время Второй мировой войны здесь находилась сверхсекретная военная база, занимавшаяся производством химического оружия японской императорской армии. По окончанию войны лаборатория была ликвидирована вместе со всеми свидетельствами, касающимися некогда существовавшего производства. Документы были уничтожены, химические вещества утилизированы, а все жители и работники покинули остров, пообещав хранить молчание. Долгие годы все снова было окутано тайной, и только спустя несколько десятилетий государство приняло решение выделить деньги на лечение работников химической лаборатории, а в 1988 году был открыт музей, повествующий об опасности и ужасных последствиях химического оружия. Появление кроликов на острове имеет две теории. Согласно первой версии, зверьки были завезены на Акунасиму еще во время Второй мировой войны для проведения испытаний, а когда данная история закончилась, их просто выпустили на свободу. Вторая версия гласит, что первых 8 кроликов в 1971 году на абсолютно безжизненный остров привезли приехавшие на экскурсию школьники, после чего зверьки расплодились до невероятного количества. Причем теперь они основные обитатели Акунасимы и встречаются по всей его территории. Многочисленная колония неутомимо процветает, прекрасно чувствуя себя в свободной от каких-либо хищников среде. На остров даже запрещается привозить собак и кошек, чтобы они не навредили популяции кроликов. Несмотря на то, что зверьки дикие, они достаточно ручные и без страха встречают туристов, запрыгивая к ним на колени и принимая в дар всяческие угощения. Посетителям Акунасимы разрешается кормить и гладить животных. Им даже предлагают привозить с собой еду для кроликов, особенно в зимний период, когда естественной пищи на острове не хватает. Милые грызуны предпочитают капусту, морковку или специальный корм стоимостью $1, который можно приобрести в расположенном на острове кроликов отеле Киокамура Акуношима Резорт. В настоящее время остров кроликов очень популярен среди туристов и ежегодно принимает около 100 тысяч посетителей. На Акунасиме есть небольшой кемпинг, отель, шестилуночное поле для гольфа и пешеходные маршруты в места, представляющие историческую важность. Гости острова могут плавать в окружающих его чистых водах моря. Добраться до острова кроликов можно на пароме из города Такихара или других близлежащих поселков. По некоторым оценкам, на острове обитает около 300 кроликов, но их может быть и больше. Ведь если учесть короткую продолжительность жизни кролика и его плодовитость, то очень трудно определить их точное количество.